Друзья, привет! Я расскажу сейчас быстренько, как с помощью небольшого и недорогого и весьма доступного приспособления, называемого лямбда-зондом, можно контролировать, понимать, что происходит в восстановительном обжиге, в пламенной печи. Из восстановительного обжига часто выходят изделия, которые в народе называются, печенкой. Что-то в таком духе. Я же хочу рассказать, как с помощью небольшого и недорогого приспособления, весьма доступного, которое легко сделать своими руками, можно практически в любой печке, газовой, дровяной, в любой печке, где мы занимаемся восстановлением, получить более нежное, контролируемое восстановление с интересными визуальными эффектами. Так, что же такое лямбда-зонд? Это датчик концентрации кислорода, который используется, в частности, в двигателях внутреннего сгорания автомобилей. Поэтому его легко купить, например, в магазине автозапчастей или заказать через интернет, и стоимость будет, начиная от 1000 рублей. Как я его использую? Вот это задняя часть лямбда-зонда с проводами. Из печи, в данном случае это раку-бочка, одна из моих нескольких самодельных газовых печей, самая простая. Через трубку высокотемпературную поступают раскаленные газы, они через лямбда-зонд проходят и по вот этой латунной трубке уходят в атмосферу. Должна быть достаточная тяга, чтобы это происходило. А лямбда-зонд на выходе выдает некоторое напряжение, собственно, которое показывает характер среды в печке. И на экране мультиметра, обычного, самого бытового мультиметра, мы видим эти показания и можем делать какие-то выводы. Как я использую лямбда-зонд в данном случае? Вот в этой бочке я провожу обжиг до температуры где-то 1100 градусов. Поднимаю, используя обычную пропан-бутановую смесь, газовую горелку. Затем чуть-чуть начинаю прикручивать подачу газа и закрывать заслонку. И за счет этого начинается медленное, контролируемое остывание этой печи. За счет того, что подается газ, сохраняется восстановительная атмосфера. И вот как раз за контроль этой восстановительной среды, за то, что там происходит, отвечает лямбда-зонд. Давайте разглядим, из чего эта конструкция состоит. Прежде всего, это сантехнический тройник, обычный на любом рынке. Такой можно раздобыть. Справа у нас высокотемпературная трубка, фарфоровая или муллитовая, кардиолитовая. Важно, что она выдерживает высокие температуры, вплоть до 1300-1400 градусов. На такие обычно наматывают фихралевую проволоку в печках. Это я ее обрезал, и она вставляется в печку. Это латунная трубка, для выхлопная труба. Вот. В данном случае она длиной около метра, и она должна быть, ее срез должен быть выше, чем срез трубы самой печи. Чем выше, тем лучше, тем ее функция, она должна создавать тягу. Ну и самое интересное слева, это, собственно, лямбда-зонд, который вкручивается через переходную гаечку. Отсюда торчит пучок проводов. На самом деле их 5, из них мы используем только 2, потому что одна земля и 2 провода для обогрева самого лямбда-зонда, но в нашем случае функцию подогрева исполняет печь, поэтому подогрев нам не нужен. Нас интересует только плюс-минус и значение напряжения, которое подается на мультиметр. Вот, собственно, и все. Давайте теперь разглядим эту конструкцию в разобранном виде. Сантехнический тройник на полдюйма, высокотемпературная кардиоритовая трубка, которая входит в печку, латунная выхлопная труба
и, собственно, сам лямбда-зонд, который через гайку соединяется, через специально переходную гайку соединяется с тройником. Единственное, с чем здесь пришлось повозиться, это вот с этой гайкой, потому что все остальное просто легко покупается, собирается, а гайку пришлось сделать, потому что у сантехнических соединений у них дюймовая резьба, у лямбда-зонда у него, похоже, метрическая, и чуть-чуть отличается диаметр, вот, и, ну, это своего рода перфекционизм, но можно было без этого и обойтись, просто намотать несколько слоев фольги на вот резьбу лямбда-зонда, и прекрасно он плотненько вкрутился бы в тройник. Я это делал, это работает. Надо иметь в виду, что после каждого обжига всю эту конструкцию необходимо разбирать и чистить, потому что образуется налет сажи, как на самом лямбда-зонде, так и внутри всех трубок и всей этой конструкции. Поэтому протирать и продувать воздухом под высоким давлением. Осталось самое интересное, собственно, как читать, интерпретировать результаты измерений. Но надо сказать, что для этого нужно приноровиться к своей собственной печке, но также можно сказать, что использование лямбда-зонда вообще не обязательно, и опытный керамист и печник по цвету дыма из трубы может сказать практически все о среде, о том, что происходит внутри. Вот если дым черный, то это жестко восстановительная среда. Если он становится таким густо белым, то среда менее жесткая, но восстановительная. Легкий белый дымок — это такая почти нейтральная среда. Ну и так далее. Когда вообще легкое колебание воздуха видны, то это, скорее всего, окислительная среда, дыма не видно. Но поскольку мы говорим о лямбда-зонде, то нужно иметь в виду следующее и использование лямбда-зонда. Во-первых, показания сильно зависят от температуры самого лямбда-зонда. Надо иметь в виду, что она отличается от температуры в печи. И при разных температурах лямбда-зонд будет давать разные показания, даже если концентрация кислорода одинаковая. Это нужно иметь в виду. Поэтому нужно понимать, в каком, в каком диапазоне температур примерно находится сейчас лямбда-зонд, и интерпретировать показания, исходя из этого. Вот я знаю, что когда начинается остывание, лямбда-зонд тоже остывает, поскольку он находится все-таки снаружи. И при температуре в начале остывания, когда температура в бочке от 950 до 1000 градусов в разных зонах, для меня оптимальным показанием для легкого нежного восстановления является вот это 0,28-0,30. Если у меня на датчике 0,35, то я знаю, что это жесткое восстановление, и, как правило, это действительно соответствует более черному, более темному дыму из трубы. Но надо иметь в виду, что если обжиг и вот это восстановление проходит ночью, то цвет дыма уже не так просто зафиксировать, и поэтому вот как раз в это ночное время лямбда-зонд очень сильно помогает. А если я провожу восстановление в момент нагревания печи, но в другой печи, я знаю, что там будут совершенно другие показания. Там лямбда-зонд разогрет, и на температуре 1100-1150 градусов в печи такая средневосстановительная среда, для того, чтобы средневосстановительной среде будет соответствовать показания где-то 75, 0,75 вольт на лямбда-зонде. А 0,85 это уже жесткое восстановление, которое приведет к печенке. Вот так как-то.